Я надеюсь, это не пошлая поза, чтобы в документалку войти. Я, короче, первый раз жила с мужчиной. Мне очень понравилось. Я не знаю, ну, может быть, у меня такие ощущения, что, типа, я первый раз попробовала, у меня такая эйфория. Ну, типа, спать вместе, я же боюсь спать одна. А тут, типа, сразу вообще так спокойно спишь. Не знаю, что делать вместе, готовить, там, типа, смотреть что-то, куда-то ездить. Не знаю, мне безумно понравилось. Может, конечно, второй опыт будет не такой яркий, но, типа, первый вообще крутой. Как вчера я обещала, рассказываю про тренажер Kegel. Даже при легком сжатии он начинает вибрировать. Чем сильнее сжатие, тем сильнее вибрация. Покажу еще в следующих сторис, в общем, снимок с экрана, как именно в играх работает. То есть я буду сжимать вагинально, а на игре, на экране вы увидите, как фигуры ездят, как змейка работает. То есть покажу вам эти игры в действии. Я рукой сейчас буду делать. Но ты это, конечно же, делаешь мышцами интимными. Типа вот обводишь фигуры, вот они такие. Типа контролируешь силу сжатия, чтобы не всегда очень сильно, иногда вот совсем чуть-чуть учишься. Вот, и играешь в эту игру. Типа, мне на карантине было просто идеально. А, вот еще чем мне нравилось жить с мужчиной. Потому что это заставляет тебя точно приготовить что-то прикольное. Или вместе, или самой. Потому что когда ты одна живешь, ты просто вот ешь яблоко и заливаешь мюсли. И вот вся твоя скучная жизнь одинокая. И полка с вибраторами. What's my destination? Figures every day. Выгляжу достаточно пошлюшей, значит, можно снимать OnlyFans. Мне кажется, такая огромная разница, типа, я на репетиции, и я, типа, я дома. Вот все. В домашней обстановке. Мое настоящее лицо. Что же мы выберем сегодня? Думаю, вот этот розовенький. Где-то еще можно. Это всегда красиво. Ой, давно я не снимала что-то, когда кто-то еще рядом. Все, я уже такая же, как и была. Бень, ты чего? Ты что, Катю не узнаешь? Привет. Я же говорю, я умею. Ой, блядь. Мне сегодня казалось, знаешь, я уже Гураму сказала, что как будто я подготовилась для документалки. Так, блядь, все свои способности. Кончила сначала, потом. Так, овощи тушу, пирог делаю. Типа, ну, будущий муж, как бы, смотри, нормальная, типа, девчонка. Он снимал документалку, как я снимаю OnlyFans, то есть я, ну... Для меня это был такой опыт, потому что я уже несколько лет перед никем не дрочила. Ну, типа, я сама снимала себя, и никого не было. Поэтому... Интересно. Для меня сейчас это шок, что у нас 3 парня свободных. Ну, 4, ладно, если Игорь считать. Ну, Игоря мы не будем считать. Ну да, тогда 3, да. Мне казалось больше, я вот сейчас... Серега с девушкой. И жена, и девушка у него. Да. 3-4 фотки просто, которые там тизер в Инстаграм, не в Инстаграм. Потом, вот я уже сисечки показала, потом там начинаю раздеваться, полностью раздевать, рачком, бочком, пися, попа, и все. Так, еще раз, рачком, Бочком, пися, попа. Ага. Все.
думала, что легкая работа. Или вот это вот где скромный. О, покажи вон там, вон ту скромняху. Покажи лицо там чего. Все, я на аватарку ставлю. Очень красиво. Типа фоткали вообще. Все, теперь Когда-нибудь. меня фоткали, но давно. Так, 100 лет назад уже. следующий. Мы хорошие? Веня? Ну все, теперь Всё. вот так просто и все. И вот так. Ну, это можно прям близко. Этот звук отличный. Да, можно. Я поклонник твоего творчества. Я с микрофоном. В другом. Туда будет мелочь сыпать. Вот на как? Спасибо. Надо им спросить. Буду у тебя подписан где-то. Да? О, включаю. Такие вещи очень душевные. Читаешь и радует вас. О, класс. Да есть такие люди, которые наслаждаются позитивом, своим здоровьем, телом и ничего не стесняются. Это круто. Давай мне попытик мой маленький. Да нормально у тебя попытки. Попытик. Ну, Нормальный попытки. То, что надо. ну, Попытик, хватит. Я Ну, просто ладно, проверил делай. попытик. Хватит на камеру делать пошлые вещи. Что началось? В смысле, Что за пошлый, просто вот так в камеру посмотри, все, тут делать ничего не надо уже. Но это не так пошло, как то, что ты делаешь. А я просто попытик. М-м. Ладно, просто когда мы познакомились, я пообещала сделать массаж, и уже через 3 дня я делал ей массаж Через у нее дома. день. А, через день. Ну, мы познакомились 30-го, а 1-го уже это был массаж. Не, ну просто, видимо, когда мы говорим массаж, как будто Ну, мы мы подразумеваем не массаж. Ну, мы пососались еще. Создала, блядь, что такое. Там сейчас еще потом да расскажем про твой челлендж. Нет. Все, дальше уже непонятно, В что. смысле, там нет, у нее просто челлендж. И мы вместе приехали Челлендж. к армянам, да, выступать в кальяну. Она такая, у меня, кстати, челлендж, год без секса. Они такие на меня всей кальянные смотрят такие, типа, а ты, получается, долбоеб, что ли? Ну так не было, они не смотрели. В смысле, Наоборот, тебя зауважали. они с тобой там пофоткались, Они и мы тебя такие, зауважали. «Ну, хорошего вечера. Учитесь, это называется эффективность. Нет, можно было бы и год, конечно. В смысле год. Просто, типа, пососаться год. Это же тоже можно. Правильно? А вот эти черненькие, это что, какашки козьи? Нет, это зерна кофеина. Зерна кофе? Вот, какашки козьи. Там написано «Будь проклят». Но если на самом деле хорошо присматриваться, то белые вот эти линии «Будь проклят». И восклицательный знак. На самом деле они 2 месяца встречались. Это Вадим сейчас отмазывается, что они не встречались нормально. Целых 2 месяца. Но 2 месяца-то вы встречались. Сейчас реально какой-то артхаус из Звягинцева. Какие-то пятна крови. Стена, там написано «Будь проклят». Все это смыто непонятно чем, средством каким-то. В квартире можно не разуваться. Просто заходишь и все. Короче, ну знаешь что? Вообще-то, что до этого ты уже выиграл какую-то битву, и поэтому ты заслужил этот переезд. Это да, вот Ты заслужил это. следы сражения. Нет, тебе вот этот переезд, ну тут, короче, туз мечей и 10 пентаклей. Короче, ты в прошлом чем-то заслужил меня, какими-то своими поступками хорошими, и теперь тебе досталось. И понимаешь, просто солнце на переезд. То есть это значит, что это просто лучшее решение в твоей жизни, ну, которое вообще как бы самое лучшее. Но правосудие, это значит, что этот переезд, либо ты, ну, с плохими поступками, либо хорошими, все тебе сейчас
воздастся в зависимости от того, что ты заслужил. Вот оно правосудие, понятно? Ну, как бы это переезд подарок, но что будет дальше, это все, ну, как бы какая карма у тебя, смотря, что ты там косячил, не косячил. Гриндер есть. А вообще тут, значит, колесница, тут конь черный и белый. То есть это двойняшки, значит. Нет, колесница, это значит проехали. А какой у нас на тройничок образ будет? Я не знаю. Ай, у меня всего 3 комплекта с собой, поэтому я просто скомпоную и все. Может, в розовом во всем мне быть на тройничок? Как хочешь. Все равно раздуматься. Ну, типа, в А может, ты начале. сразу будешь голить, а мы такие... И все? А чем? А секс где? А это что было, по-твоему? А что там надо, да? Это и был секс. Всё. Это и был секс. Уйди от меня. Вот это секс. Нет, мы там делали куни чуть-чуть и всякое такое. С одной позы, с другой. Мы не будем слизистые. Ну, все равно, ну, чуть-чуть. Ну там же просто свет, там же... Мы же Брат, не, брат, ты не снимаешь, всовываем снимаешь? ничего, Всё, мы там уже огромные сверху. делдаки. Это Там же лайт. никто там даже вот туда вот языком не проникает. Там Конечно. просто вот... Я тоже на полшишечки кого-нибудь трахну, можно? Нет, нельзя. Я не буду проникать. Нет, ты кукол, то значит все. Значит, это навсегда. Да. Понеслась. Никаких этих. Да, вот свой рот потом помой. Никаких этих самых. Мироместином. Да. А это у Сполосни. тебя вообще, мы когда собирались, это у тебя мироместин почему-то на полке стоял. Ну что, ну... Что ты там делал у себя дома? Потом поэтому слезаешь через 2 минуты, что ты устала. А устала и возбуждайся от другое. Я кончила и хочу отдохнуть. Охуенно. Вроде бы это, по идее, моя прерогатива, конечно, но я так не делаю. А я же не говорю, что это все навсегда. Отдохнем От чего? от оргазма. А. Да. Ты чё врешь? Я возбуждаюсь и все остальное. Просто сейчас для камеры врешь. Ты что, не видишь, как я возбуждаюсь? Что? В смысле? Ну, потому что ты возбуждаешься 2 раза в месяц. Неправда, больше намного. 3. А вот сначала, как мы познакомились, каждый день Ну мы и всё. трахались. А потом что? Потом ты так устала, что тебе что нужно? Ну я устаю чуть-чуть. Ну потому что это, не на море, холодно, слякоть, вот эта серость. У меня весь организм направлен на то, чтобы выжить хотя бы. Конечно. Сейчас посремся. Ты еще мироместином не забудь помыться. Сам помойся. А мы ничего такого не делали. Вот, не переигрывай. Нет, мироместином сначала. Нет, дай пососемся. Не. Ну что? Ты такой брезгливый стал. В смысле, стал? Потом. В смысле стал? Я не хочу напоминать тебе Что? про твои эти веселье, про твое Какое? спанье в одной кровати. Так вот, именно что там же я не... Это, Я всё- сосался. это энергетически ты пачкался. А-а-а. Ты энергетически был грязный. Угу. Прежде чем ебать, тебе надо массаж делать часа 2. Как и мне, кстати. Может быть, поэтому я 2 раза в месяц хочу. У меня массаж никто не делает. Все, я намекнула и пошла покурить. Девочку надо возбуждать сначала же. Ну, я найду, кто без массажа. Все, Согласен. дверь там. Все, пока. Все, пока.
Было приятно познакомиться. Ищи кого-то получше. Все. Не реви. Поплакали, покакали. Ага. Алло? Алло? Да. Какая-то важная информация. Вадим, у нас начинается. Ангелина, Здравствуйте. здравствуйте. Да, здравствуйте. Вадим, здравствуйте. Вижу вашу Здрасте, спину. здрасте, здрасте. Пока. Да. Как настроение? Ну, вроде нормально. Я считаю, что меня просто используют. Я вот абсолютно уверена, что если бы не было так удобно, со мной никогда бы он бы уже перестал терпеть и уехал. Он просто вот не может. Но она соглашается, что мне приходится терпеть. Все удобство, как она полагает, это то, что я с ней живу. Какое, боже мой, счастье. Нет, не только. Да. Вот тут абсолютно все. А в чем, Ангелин, а в чем вам кажется, что в чем удобно Вадиму, что это не про любовь, не про отношения, а именно то, что вы говорите, удобство. В чем именно с вашей стороны? Но то, что, например, мы живем у меня, и потом я случайно прочитала у него в дневничке запись. А вы заметьте обязательно эту формулировку. Случайно прочитала у него в дневничке. Да, ты сказал что-то поискать у себя в рюкзаке, я прочитала в дневнике. Она не Запись. прочитала в дневнике, она перелистала там все от и до, и еще потом с издевкой сказала, что я нахуй не приезжал домой, потому что я у тебя прочла вот это и вот это. Причем то, Да. что ее не касалось совершенно, в том числе. Но там была такая запись, когда мы съехались, не то, что ура, мы будем жить вместе, а ура, мне больше не надо снимать квартиру. Это И я было когда это увидела, конечно, я захотела, в том чтобы числе он уехал. после обсуждения того, что это и так мы озвучили, что если не надо снимать квартиру, то можно, собственно говоря, тратить эти деньги на семью, вот и все. Но мы их не тратим никуда. На что ты тратишь? Я считаю, что удобно. Кредиты все его выплачивала я. За квартиру мы живем, он не платил за коммунальные. Когда я говорю, давай разъедемся, и я как раз могу увидеть, что ты все равно хочешь быть со мной, это все отвергается и говорится мне, иди нахуй. Когда я говорю, может быть, тогда какую-то стабильность обеспечим, например, подумаем о свадьбе, и мне говорят, нет, иди нахуй. Что мне думать? Какая может быть вообще в принципе? Свадьба это не бегство от того, когда пиздец уже в отношениях. Свадьба это итог того, что в отношениях все чудесно. Вот в чем разница. Я хочу чувствовать какую-то безопасность, если честно, в отношениях. И я поэтому говорю, мне проще встречаться, но разъехаться. Потому что сейчас я получаю полный быт, на мне все вопросы финансовые, абсолютно вся ответственность на мне, вот что бы ни происходило. И, соответственно, нету ни свиданий, ни каких-то приятностей, ни какого-то ожидания встречи. И я говорю, где лучше тогда встречаться, но не жить вместе. И меняется ваше настроение, тревожность повышается, да? Да. У вас есть какие-то собственные инструменты, как с этим справляться? Ну, я это отпустила там после определенной литературы, когда узнала, что именно в ПМС мы наконец-таки к реальному состоянию приходим. Мы, женщины, социум заставляет нас держать все внутри. И я согласна, что в любом ситуации, когда этого нету, я веду себя скорее как терпила. А здесь даже меня вывело из себя то, что мы пили кофе, я с утра сделала нам 2 кофе, принесла, и потом не надо смеяться. И потом выпила мой. Да, не надо смеяться, ты час не подходил, я смотрела уже сериал. Я просто серьезно рассказываю, не надо смеяться над этим. Да мне уже смешно. Ну не надо над этим смеяться. Это очень больно, да, когда что-то высмеивается, это становится какое-то обесценивание моих чувств, правильно? Да. Евгения? И, потом я слышу, он говорит, о, кстати, ты чего поставила эту штучку на стол, тут протекло. Проходит где-то 2 часа, и я такая, ой, я не знала.
Проходит 2 часа, и оказывается, он ничего не убрал. И вытекло уже и на пол, и везде. То есть он вот так это мне крикнул из-за того, что типа я, конечно же, приду и уберу это вонючее пятно. То есть это что за отношение ко мне? И он это сказал, что нет, я просто оставила это, но потом убрать. Нет, ты оставила это, что я приду и уберу. Не надо читать мои мысли просто, вот и все, и потом И их для убрать. меня, даже в ПМС меня даже это вывело, потому что это ненормально такое отношение. Конечно, это очень больно, когда у вас есть какие-то все-таки, как-то вы дома распределяете что-то, или вы все делаете сама. Все я делаю. Точно. Спасибо большое. Спасибо. Да. Праздников, до свидания. Да, до свидания. Мы подольше посидели там, оказывается. Почти минут 30 еще. Нет, а у нас 90 минут. А, ну, значит, 15. Да, минут 15. Сейчас пришлет смс, чтобы доплатили. И вообще, Нет, там там 18... семейное занятие 90 минут. Да, плановое внимание. Я вспотелась. Отлично, я тоже. Я потная. Все, рядом тоже трудно с тобой. Потная катка. Еще тут, если мы сейчас не откроем окно, кто-нибудь умрет. Давай откроем, потому что я вообще как сука мокрая. Жесть. Там можно ставить, можно нет. А от кого мы скрываемся? Не знаю. Ну ладно, ставим тогда. А не важно, кто с какой стороны, да? Ну и все. Так сегодняшнюю дату, а ты не сегодняшнюю указал. Какое сегодня? Сегодня не 95-й год, во-первых. Берем испорченную вот эту. Типа не получилось. Типа, что мы не с первого раза. Прекрасно. Все, больше вас не тревожим, уходим. Доставай колечки сейчас. Прикинь, мы на лестнице ножик вчера пили. Налезла. Давай я тебе. Там, где право? Вот это? Давай. Налезла. Ура! Все, сваливаем.